15 минут до открытия рынка Европы. Покупаю индекс DAX в ожидании выстрела наверх, очень резкого движения. Это агрессивная техника торговли. Вот рынок пошел, да, вот, скажем, весь тренд. Вот начало тренда, то есть точка А, ну, скажем, вот точка Б, да? И мы можем искать варианты входа на самой ранней стадии, когда вот только-только начинается. Самая, скажем так, очевидная, легкая стадия и стадия, где вы можете, ну, действительно с большой вероятностью заработать, но при этом может быть чуть меньше, если бы вы входили здесь, это вот эта стадия, серединка. Угу. То есть, когда ты уже смотришь на график, он такой горячий, ты видишь, что уже был импульс, то есть до этого уже какое-то действие произошло, и тогда вот в этом потоке, да, ты ищешь вход и зарабатываешь с большой вероятностью. Здесь вот то, что я сейчас вхожу по DAX, это ранняя стадия потенциального тренда. Он еще пока себя не проявил, он еще не показал себя, он еще такой немножко зажатый, да, пока нет какого-то расширения. Поэтому я вхожу здесь, и потом, если оно произойдет, я начну здесь добавлять. Вот вчера, например. Посмотрите, утро, это вот было еще 9:30 утра, то есть за 1,5 часа до открытия биржи. Посмотрите, что здесь произошло. Вот это ранняя, самая из возможных стадия развития тренда. Но, естественно, здесь, ну, войти ты не то, что не можешь, но придется очень долго ждать, пока он разовьется. Когда он уже развился, то есть вот здесь рынок только, скажем так, делает первый вдох. Вот он тренд, то, что я вам показывал. И вот это самое первое, скажем, этап первый. Потенциальное развитие тренда. Когда еще никто ничего не видит, еще никто на него не смотрит практически. Ну вот он начинает набирать потихоньку, скажем так, я это называю взлетная полоса. То есть начинает набирать ход потихоньку. Это вот первая стадия, где ты можешь войти. Вторая, самая идеальная стадия, это когда уже всем все ясно становится, что тренд вверх, что он раскочегаривается, и мы сразу видим свечи широкие, мы сразу видим наш смарт-осциллятор. Вот это самая комфортная, я бы даже сказал, самая правильная стадия для трейдера, чтобы торговать и делать деньги. Но самая простая, ты за меньшее время делаешь большие деньги, можешь наращивать с гораздо меньшей вероятностью, что ты нарвешься на какое-то ложное движение, либо тебя резко вынесет. Да, например, может быть так, что рынок пойдет, когда он сонный, находясь, да, вот в первой стадии, там, и все, и исчез он там, вообще его не слышно, не видно. То есть не пошло дело. То есть здесь не факт, что пойдет, а когда факт, что уже идет. Это вот вторая стадия. Угу. Это самая правильная, технически и комфортная стадия для внутридневного трейдера. Угу. Иногда ты можешь входить на первой стадии, вот как сейчас я ожидаю, что будет взрыв, потому что там ситуация технически очень хорошая по индексу DAX. Там такой горячий в целом рынок. Но для большинства трейдеров вторая стадия. Третья стадия – это стадия, как правило, кульминации рынка, где мы наблюдаем экстремальные значения на нашем смарт-осцилляторе, рынок удаляется от точек, видите, да, более такое широкое расстояние. Я в Телеграме как раз прислал скрин, посмотрите, ссылка под видео будет на Телеграм, там и статьи, и обзор различных сделок, и мысли, инсайты, короче, все там. Смотрите, подключайтесь. И третья стадия, она интересна больше как для фиксации прибыли, либо для поиска поворотного, да, места, нежели для продолжения тренда. То есть по факту вот это вот между первой и второй, перерывчик небольшой, это вот идеальное место. Еще некоторые трейдеры прыгают, скажем, вот где-то вот уже здесь на третьей стадии. Еще раз, эти стадии могут немножко по-разному выглядеть. Иногда они выглядят вот так. То есть небольшой разгон совсем, да, как некоторые самолеты. То есть небольшой разгон, он уже залетел, да, и потом бум, сумасшедшее такое движение, и потом мельтешит, уже ничего не происходит. То есть можно условно вот на 3 стадии разделить рынок. Это вот первое, это накопление, фаза, когда только-только вот мы выкатываемся за пределы, да, скажем, каких-то уровней или канала, или как-то еще рынок подает признаки того, что он может ускориться. У вас они могут быть свои, у меня четко уже, скажем так, проинструктированные есть методы, как выявлять такие ситуации.
Вот один из них на ваших глазах сейчас. Но у вас могут быть свои какие-то. То есть это стадия номер 1, и она еще раз по длительности разная всегда. Стадия номер 2, она тоже по своей длительности разная. Иногда она бывает очень короткой. То есть у вас, скажем, стадия 1, вот она стадия 2, вот она стадия 3, и все, и тренд закончился. То есть не такой продолжительный тренд. И вот если вы будете мыслить именно такими категориями, то есть стадия вот это только развитие, только начало, да, потенциально, но здесь есть опасность в том, что дальше может дело не пойти. То есть он начнет набирать скорость по чуть-чуть, но так и не сможет взлететь, да, потому что там что-то ему помешало и так далее. И может, например, остаться, либо зафлейт, либо развернуться вообще. Стадия 2 это вот идеально. Да, даже если она очень короткая, ну то есть там, я не знаю, полчаса длится, 5 минут, 30 минут. То есть вот это то, что я нарисовал, да, стадии. Давайте все снова еще раз, смотрите. Вот, например, да, стадия 1, скажем, 2, ну 2 обычно на самом продолжительный, 3. 1, 2, 3. Вот это Т время, то есть это может быть 10 минут, условно, это может быть 30 минут, час, 2, 3, смотря как. Но это визуально очень легко понять, какая это стадия. Она, как правило, очень активна, рынок быстро двигается, резко, то есть там почти коррекции даже нет. То есть вот она, вот эта стадия. Вот если здесь выделить, вот она. Вот с того момента, как мы перестали формировать вот эти мелкие свечи, вот это первая, вот это вторая, то есть они даже примерно здесь равны. Вот видите, здесь началась какая-то движуха, вот он большой бар, вот они пошли свечи, и все, и пошла активность. Да? И потом уже идет резкое удаление от ценности, затухание, ослабление и так далее. И работая вот с этими фазами, да, ты четко понимаешь, ну, где ты сейчас находишься. Это легко, кстати, через смарт-осциллятор. Вот, наверное, самый простой способ, как вы можете такие ситуации отслеживать, но прям проще не бывает просто. Это смарт-осциллятор. Если он... Я, кстати, записывал недавно тренинг, я не знаю, вы смотрели, нет, тоже посмотрите, ссылку под видео оставлю. Смарт-осциллятор, видите? Вот здесь низко. То есть он даже не дошел до середины. Вот она середка, 50. Он не дошел. Это фаза первая. Фаза первая. Дальше смарт-осциллятор поднимается к 50 и выше. Видите, да, вот эта зона, вот эта зона, вот эта зона. Сейчас мы перейдем к DAX, там алерт. Смарт-осциллятор поднимается выше, это фаза 2. И это фаза 3. Все. Вот если вы так будете мыслить, вы будете зарабатывать деньги. Давайте быстро к DAX. Может быть, его купим. Минута до открытия рынка. Поставил DAX без убыток, потому что 1 минута до открытия, мало ли что может быть, да? Потому что лучшее время это торговать на открытии. Ну вот видите, фаза 1 сейчас пошла. Фаза номер 1, она такая очень затяжная, смотрите. Видите, смарт-осциллятор долго внизу, рынок по факту не двигается быстро. То есть он растет, но медленно. Это фаза первая. И сейчас может резко быть переход во вторую, либо рынок просто дальше не пойдет. Вот мы идем открытие, 11 часов по Москве, поехали. Бум, профит. И вот она пошла вторая фаза. Вот она пошла, вот она. Да, вот такой переход быстрый. Ну ничего, мы сейчас зайдем, у нас будет шанс еще зайти в DAX. Очень быстрые деньги. Вот что я называю открытие рынка, да, когда ты заходишь, но тебе нужно заранее зайти. Если зайдешь здесь, уже поздно будет. Потому что смотрите, что происходит сейчас. Рынок растет, цена удаляется от ценности. Смотрите, точки белые. Нам нужно, чтобы опять произошло, как я говорил в начале, сжатие, компрессия, да, сужение волатильности. Узко, да или нет, да, узко, да или нет, да, широко. То есть вот это расстояние в 2-3 раза, 3х, 2х больше, чем это. Да? Да, вижу, да. То есть нам нужно, чтобы рынок немножко сбавил оборот. Там можем купить. Посмотрим. Евро-фунт. Сканер тоже, видите, начинает работать вместе с активностью рынка. Это очень важно, потому что если будете застревать в сонных рынках, ну, это же будет куча ошибок. Просто куча ошибок. Готовимся купить немца при дополнительном подтверждении. Видите, точки приближаются тоже.
То есть вы в реальном времени с помощью этих сканеров системы, вы в реальном времени находитесь. То есть вы не летаете в облаках там с помощью волнового анализа или чего-то еще, где там что будет, где она развернется, а здесь и сейчас, потому что ваша игра – это игра моментум. То есть зашел, с большой вероятностью нашел возможность, зашел 5-10 минут, ты видишь уже результат. Ты знаешь, что 7, 9, там, 8 сделок из 10 вот, у тебя будут прибыльные в такой ситуации торгуя. И отрепетировав в таких, ну, я не знаю, 30, 300, 200 ситуаций, ты можешь уже получить определенную статистику и увеличивать объемы. Понимаете, если вот мыслить, скажем так, правильными категориями, то есть циклами рынка, то, что я писал вам в Телеграме еще, то трейдинг волей-неволей становится проще. Но если ты мыслишь сразу там паттерн, куда пойдет, где развернет, да, то ты упускаешь момент, что вот сейчас, то есть ты смотришь постоянно куда-то на перспективу, а тебе максимум на 5 минут надо, 10 ближайших. Широко пока широко. Может пойти наверх, ходит наверх, когда широко, но недолго. Поэтому мне нужна пауза, либо коррекция, либо чтобы точки резко догнали цены или как минимум приблизились к ним. Тогда это даст мне возможность сыграть на пробой. Если здесь я могу легко это делать, потому что расстояние маленькое, здесь я не могу это делать. Потому что в любой момент может резко отскочить. То есть у меня вот здесь шансов меньше, что пойдет дальше наверх, примерно 30%, что пойдет наверх, и 70%, что будет коррекция, когда так далеко. А когда вот так близко, все наоборот. 70-80% вероятность, что взлетит, и я заработаю, нежели пойдет вниз. То есть по факту рынку здесь отступать некуда, а здесь есть. Почему? Это рыночный цикл. Это рыночный цикл. Как ни крути, ты от этого никуда не уйдешь. Это рыночный цикл. То же самое на смарт-осцилляторе. Потому что все, что я использую в трейдинге, основано на рыночных циклах. Не потому, что мне что-то нравится, а как рынок там дышит, как рынок двигается, какой у него ритм, какой у него темп, и где я относительно вот этой фазы вдоха и выдоха. И если я правильно это определяю, точно вхожу, то я чаще на правильной стороне. И вот сейчас это хорошая идея, например, купить все хорошо здесь, но далеко от ценности. Понимаете? Я хочу, чтобы вы вот этими категориями научились мыслить. Не категориями, ой, у меня там паттерн, там вершина. Это все ерунда. Это неэффективно, не будет работать. Потому что упускается самое главное – контекст. А контекст рынка или рыночный, скажем, цикл основан на двух вещах. Это расширение и сужение. Все. От сужения, когда узко, вот смотрите, я сейчас вам фундаментальную вещь объясню, если вы новенький трейдер, потому что мне никто этого не объяснял вообще. Вот смотрите, вот, скажем, это фаза сужения, да, рынка. Вот рынок сузился. Мы хотим купить, либо мы хотим продать при наших сигналах, потому что следующая фаза будет расширение. По ходу расширения мы можем прыгать, ну, например, да, если произошло движение вниз, sell, 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 sell. Потом цена удаляется от места, от ценности, как мы это понимаем. Используя, да, наши индикаторы, например, если гистограмма упала вот сюда, вниз. Все. Мы в широкой фазе. И если я смотрю на рынок, такой, о, рынок падает. Просто вот рынок падает. Вот здесь я его вижу, что он падает. И здесь пытаюсь продать. Я все упускаю. Почему? Ну, потому что место, где тебе надо было продавать, где было сужение, оно уже прошло. И поэтому ты часто продаешь, например, торгуя по тренду, теряешь деньги. Потому что ты входишь не вместе с циклом рынка. Ты противоречишь этому циклу. То же самое здесь. По индексу DAX. Мне нужно, чтобы DAX пришел ко мне. А где мое? Вот здесь. Вот ценность. Но бывает такое, что он стоит, вот как здесь. Вот смотрите, здесь стоит, видите? И точки приближаются. То есть, видите, они идут спокойно, так, близко. И вот на открытии, бум, пошло. А сейчас они замерзли пока. Да, они растут, но далеко, много. Еще раз, смотрите. Возьму мышку от максимума до свечи до сюда. Сколько пунктов? Вы видите, да? 35 пусть будет. От моего входа здесь до сюда сколько пунктов? 15 примерно. Сколько разница? Более чем в 2 раза. Понимаете, да? То есть я здесь покупаю, мне нужно стоп куда-то загонять сюда.
очень далеко. А здесь нет, здесь я зашел, вот мой стоп. Он не то, что он в безопасности, там, но рынку по факту некуда отступать. Либо надо взорваться вверх, либо взорваться вниз. Но чаще будет взорваться вверх, потому что другие условия благоприятные. Поэтому мне нужно, чтобы сейчас цена пришла к ценности. Еще раз, пришла к ценности. И когда она идет к ценности, здесь тоже такой важный момент. Смотрите, она идет к ценности, но она же может идти по-разному к ценности. Что значит по-разному? Ну, по-разному может выглядеть график. То есть свечные паттерны. Свечные паттерны. У меня есть курс по свечным паттернам, по price action, ценовым моделям, как угодно это называйте, который я сейчас публикую в программе ProTrader. ProTrader вы можете по ссылке тоже изучить, посмотреть там варианты, какие есть для подключения. И если я вижу по ходу снижение, то есть коррекция, вот она коррекция пошла, на коррекции разные свечи могут. Здесь я вижу широкодиапазонные бары в определенном формате, то это может отменить эту покупку здесь. Потому что ты же никогда не знаешь, чем закончится коррекция, она может вот так быть. Поэтому я всегда смотрю, как себя рынок ведет. Все. Вот в принципе это все, что я делаю в трейдинге. То есть моя задача найти вход либо на первой фазе, либо на второй фазе. Вот сейчас вторая фаза, она активная пока. Добавить базовые, скажем так, поведенческие паттерны, чтобы увеличить свои шансы на успех, ориентируясь на то, как думают и ведут себя другие трейдеры, потому что свечные модели, price action, ценовые паттерны – это не что иное, как интерпретация поведения других трейдеров. То есть как они себя ведут, жадность, страх. И на основе чтения свечей мы можем очень много узнать. Если вы это не делаете, вы много тоже упускаете. Поэтому рыночные циклы, чтение свечей, и объединяя это все в четкую, скажем так, структуру, вы будете делать деньги. Плюс время. Время очень важно, потому что нужно торговать в определенные часы. Утром я у экрана, если это Европа, то в 9:45 летом и в 10:45 зимой я у экрана. В 10:15 я уже здесь. И с 11 до 12 самый сок. То есть самые большие деньги ты делаешь, и все, и свободен. Так что посмотрим, придет ли фунт австралиец. Посмотрим. Сейчас. Готовимся продать фунт австралиец на коррекции, если будет, потому что мы находимся во второй фазе. То есть я смотрю сразу на смарт-осциллятор и вижу, что мы в фазе 2 находимся. Фаза 2, вторая фаза. Отлично. Как здесь можно торговать? Здесь две вилки всегда. Ты входишь на P пробой сразу, второе ты ждешь коррекцию. То есть пробой прямо здесь, sell сразу, вот тут. Что нужно, чтобы селить сразу? Точки черные должны быть в притирку к цене, близко. Смарт-осциллятор должен в идеале быть ниже 50, минус 50, может быть даже минус 60-70. Это очень сильная фаза медвежьего рынка. Тогда пробой идеально торговать. Если нет, и он около 50, то есть он, скажем, вот уже раскочегаривается, возможно, нет смысла торопиться. Дождись коррекции, если она будет. Если улетит, никаких проблем. То есть ты заранее в моменте даже легко это определяешь, как тебе лучше работать. Поэтому коррекция вот здесь, зона ценности. Ты сюда заходишь при сигнале. Здорово, что у меня есть возможность вам это продемонстрировать. Вот в таком очень понятном, объективном и визуальном ключе вы прям вот можете прикоснуться буквально к этому. А если вы хотите это использовать на своих графиках, то присоединяйтесь к программе. Ссылка под видео. Там мы сделали несколько удобных вариантов подключения на месяц, на год и бессрочно. То есть вы можете получить, попользоваться месяц, посмотреть, можете на год, можете сразу, да, на, скажем так, на все время, сколько вы планируете быть трейдером, да, либо каждый год продлевать подписку. А есть вариант более простой, это просто система без сканера, просто система, вы, скажем так, возьмете, пощупаете, потрогаете, посмотрите, да, как она для вас. Тоже вариант есть. Мы сделали максимально гибкие условия для того, чтобы вы имели возможность подключиться при разных, как финансовых возможностях, да, так и при, скажем так, разном уровне доверия, потому что если вы новенькие, впервые меня смотрите, ну, может, у вас какие-то есть, так как когда человек не знаешь, ну,
хочется там сначала к нему приглядеться, присмотреться. Есть трейдеры, которые меня смотрели на ютубе несколько лет, и потом только он говорит: Аркадий, я вас 3 года смотрю, и я вот решился. Да? Ну, у каждого свой порог, вот это вот, скажем, им нужно преодолеть этот барьер сомнений каких-то, ну, то есть осторожный трейдер, да, бывает иногда, а некоторые, ну, как, ну, ок, давай попробуем. Так, ну что, мы продолжаем работу. В то время, пока я вам рассказываю, видите, ничего не происходит, и что круто, тебе не надо ничего делать. И в плане вот, еще важно, тебе не надо ничего делать в трейдинге, потому что мы очень много делаем. Когда я начинал, и вот даже в процессе обучения, я постоянно что-то делал. Эту мышку затеребил, уровни рисуешь, паттерны рисуешь, трендовые тянешь. Тебе надо как будто вот что-то делать. Ты не можешь сидеть спокойно. Потому что под ничего не делать я не подразумеваю, что я должен поливать в потолок. И вот трейдинг это вот так легко. Нет, я имею в виду, что не совершай действий никаких, если рынок бездействует. Вот что я имею в виду. Ничего не надо делать. Вот сейчас сиди, смотри на DAX, не надо ничего делать, не надо анализировать другие рынки, потому что тебе алгоритм подскажет, если там какая-то ситуация возникнет хорошая. Понимаете? Потому что рынок же разный бывает. То он вот сейчас взлетел, потом он заснул резко. А раньше я говорю, а вот постоянно график так, дневной, часовой, что там у нас, и ты уже какие-то мысли, идеи строишь, планы, так, это. Тебе сканер подскажет, видите, сканер молчит, вот он дал фунт австралиец, но фунт австралиец замерз, и все. Значит, на остальных символах, на других символах, там ничего нет. Откуда я это знаю? Ну, потому что я знаю, что если там что-то будет, мне сканер скажет. Угу. Чем не круто? Мы еще немножко поработаем и закончим с вами. Еще раз, я к этому, вот, знаете, я очень долго шел к вот, как это сказать правильно, к гармоничной внутри торговле. Потому что тебе постоянно кажется, ты не успеешь, здесь не возьмешь, рынок уходит, там что-то может быть, а ты нет, там какие-то новости, там рынок, говорят, нефть там сейчас будет летать, и ты как-то, вот постоянно какой-то вот у тебя, я не знаю, как на иголках постоянно находишься. И вот к этому прийти, к тому, что ты не переживаешь за каждое движение, ты знаешь, где твои деньги, когда тебе действуют, ты всю энергию направляешь именно тогда, когда твоя ситуация созрела, и ты это вот именно осознаешь, ну, что именно так ты можешь прийти к прибыли, стать зарабатывающим, и вот начинаешь это делать, и реально у тебя ты видишь результаты, ты становишься более сосредоточенным, ты более внимательным в ключевые моменты, ты не торопишься, не совершаешь глупых ошибок и смотришь даже как наблюдатель, да, как рынок, например, сходит с ума там, или делает странные вещи, а ты на это смотришь со стороны, а не пытаешься в этом участвовать, в этой непонятной неразберихе, в этом хаосе. То есть ты ждешь, когда очистится картинка, и тогда входишь. И вот это вот все, когда ты, ну скажем, держишь это даже под определенным как контролем, то есть как вот надсмотрщик, да, можно так сказать. И это все происходит осознанно, то есть ты это не просто делаешь, потому что тебе надо напрягаться, так я слежу, я смотрю, а ты расслаблен. Тем временем подходит фунт австралиец, мы сейчас будем его продавать, если, это важно, если здесь будет подтверждение. Крипта, кстати, тоже можете торговать крипту. Solana вот. Solana вообще лютая. Летает. С криптовалютой тоже можно торговать. И это такой же рынок, он ничем не отличается. Просто называется крипта. Мы ждем. Вот видите, да? Смотрите. Мы пришли к ценности по DAX. Сейчас будем готовиться покупать DAX. И мы пришли к ценности по фунту австралийцу. Ценность, точки волатильности, тренд вниз, все нормально здесь, тренд вверх, все нормально здесь. И мы ждем, чтобы купить DAX или продать фунт австралиец. Посмотрим, будет ли у нас подтверждение. Не спешим. Не торопимся никуда. Вы можете не торговать там фунт австралиец, ну такие пары, евро австралиец, можете торговать обычные, но если там ничего нет, то вот, пожалуйста, фунт австралиец отлично ходит сейчас.
То есть мне по факту без разницы, что торговать. Главное, чтобы это двигалось и там была картинка. Раньше я такой не был, раньше я торговал то, что я люблю. Я люблю NASDAQ, я торгую NASDAQ только. Я люблю нефть, я торгую нефть. Ну, а если ты любишь нефть, а она тебя нет, ну, то есть она спит, ты готов терпеть, ждать этого момента, страдать, терять деньги, потому что она спит, но это же я ее люблю. Нонсенс, правда? Но вот у меня был такой загон в свое время, я прям... Но это был вынужденный, наверное, загон, потому что у меня не было сканера, а вручную смотреть столько рынков, сколько я сейчас могу смотреть, я не мог. Поэтому приходилось смотреть на селфи. Готовимся купить индекс DAX, тоже от текущих. Может, фунт австралийц еще добавим, DAX покупаем. Фунт австралийц наблюдаем, может быть, нарастим объем. Так, я купил DAX, продал фунт австралийц. Хорошая продажа. Причем сигнал на sell был даже раньше, вот здесь. Но капельку опоздал. Ну, это ерунда, тут совсем копил. 4 пункта ни о чем. На ретесте мы ждем тейк и то же самое. Ну вот смотрите, что у нас получается. У нас получается DAX пришел к точкам белым. Видите, да? К ценности. То, что мы с вами обсуждали. Смотрите, далеко к ценности, близко. Здесь. Вот зона buy. То же самое здесь. Ценность. До этого было что? Далеко или близко? Удалились. Пришли к ценности. Вот такие рыночные циклы, которые вам нужно фиксировать. И, соответственно, на ретестах мы забираем тейки. DAX придет сюда, даже чуть ниже. Вот здесь мы заберем прибыль. Фунт австралиец придет сюда, мы заберем прибыль. Иногда я наращиваю объемы, то есть я смотрю за рынком и вижу, что есть шанс увеличить, да, например, позицию, раскрутить ее. Но здесь нет такой ситуации пока. Пока нет. Может, будет, но пока нет. Уже стало доброй традицией, когда у меня заканчивается место на карте памяти. Я за последнее время записал кучу тренингов для трейдеров, очень много материала обучающего. Не весь он даже еще обработан. Не все выложили еще. Но еще раз, обучающий материал он практический. То есть это уже, скажем так, готовые торговые шаблоны. Да? Готовые торговые шаблоны. Ждем, да? Я снял прибыль по DAX и перевел позицию по фунту австралийцу без убыток. Потому что DAX подошел к уровню сопротивления. На ретесте структуры фунта австралийц подходит. Здесь еще немножко есть запас хода.
Видите, да? То есть мы пришли к ценности, дошли до уровня. Здесь фиксирую. Если начнут прорывать, я могу дальше прыгнуть в тренд. Угу. Если будет сигнал. Пока нет. Итого мы сделали с вами 3 сделки, 2 очень быстрых тейка, 1 без убыток пока, ну без убыток, то есть сделка еще не закрылась. И посмотрим, будут ли еще позиции. Ну, в принципе, я ориентируюсь обычно, не всегда так бывает, на 2-3 сделки за сессию. Бывают очень волатильные дни, когда ты открываешь 6, 8, 10 сделок за сессию. Такие прям очень горячие дни, но их немного. То обычно это 2-3 трейда у меня выходит. Готовимся снимать уже прибыль, что мы тестируем практически уровень слева, структуру. DAX тоже все закончились фунт австралийцем, отлично. 15 минут, даже чуть меньше, да, мы заработали классные деньги. 3 сделки, 3 профита. $1300 с копейками долларов мы с вами сделали по всем счетам, потому что у меня копирование еще есть сделок. И это очень хорошо. Причем я на вот этом счете торгую меньшим капиталом, чем на счет, который копируется сделки. Да? На который копируется там больше намного, а здесь меньше. Это ни на что не влияет, но все равно такая заметка, если вам это интересно. Так, ну что, спасибо. Наверное, будем заканчивать. Если вам интересно подключиться к моей программе ProTrader, где доступны все вот эти алгоритмы, ссылка будет под видео, выбирайте подписку, месяц, год, бессрочно. А если вы хотите с 2024 года попасть в мою команду, в мою индивидуальную группу, то напишите нам на почту, и мы отправим вам письмо, которое будет дальше рассказывать о том, как подключиться, что будет, в общем, в таких, да, подробностях. Подключайтесь, делайте все, чтобы стать лучше как трейдер. И что самое важное, помните всегда об этом, учитесь у компетентных и профессиональных трейдеров. Все, увидимся, до связи, пока-пока.